Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой набор пряников на крестины девочки. Это продолжение видео с ангелом. Ссылка на ангела в описании под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра. Часть пряников я покрыла глазурью с помощью кисти по краю, чтобы не было видно коричневого пряника. А часть покрыла полностью, так как там будет рисунок, не перекрывающий весь пряник. Вы можете сделать так, как вам нравится. Начинаю с заливки пряников самых простых форм. Сейчас это облако. Делаю контур и заливаю пряник жидкой глазурью в консистенции 15 секунд. Заливаю я ложкой, мне так проще и удобнее. Можно заливать из корнета, делайте так, как удобно вам. У меня на канале есть видео о базовых покрытиях пряников, видео об айсинге, о консистенциях айсинга, о том, как перенести картинку на пряник, видео с рецептом пряников и другая полезная информация. Все ссылки есть в описании под этим видео. Если на поверхности образовались пузыри, то убрать их можно с помощью шила или зубочистки. У пряника сердечко я делаю ажурный край. Для этого по краю пряника выдавливаю шарик глазури и плотной влажной кистью растягиваю этот шарик глазури в направлении центра пряника. Такой способ создания ажурной вышивки я уже показывала в видео с пряниками для мамы. Ссылку на видео я оставлю в описании, обязательно посмотрите. Там я рассказываю все подробно о способе создания такого кружева и о консистенции глазури. Как вы заметили, на прянике я нарисовала форму сердца, и эту территорию внутри сердца я очищаю влажной кистью от лишнего айсинга, так как по данной линии я буду рисовать контур и затем заливать пряник. Погремушку я заливаю по классическому принципу. Сначала дальние элементы, затем ближние. Сейчас вы видите трещины на глазури, они образовались из-за того, что я положила пряник сушиться в духовку и поставила случайно высокую температуру. Глазурь быстро покрылась плотной корочкой сверху и начала нагреваться. А как нам известно из школьной программы, вода при нагреве увеличивается в объеме, поэтому глазурь лопнула.
Не сушите пряники на высоких температурах, это не ускорит процесс, а только испортит результат. В моем случае этот брак я замаскирую, не стоит выбрасывать пряники из-за таких пустяков. Этот прием мы используем для увеличения объема деталей и для предотвращения опадания глазури на небольших объемных деталях. О нем я уже тоже много раз рассказывала. После полного высыхания глазури продолжаю работу. Пряники сохли у меня всю ночь. Кондурин разбавила водкой и при помощи веерной кисти и пальца делаю брызги на пряниках. На некоторые пряники я перенесла надписи с помощью пергамента. Как это сделать, можно посмотреть в специальном видео, которое есть у меня на канале. И после того, как брызги кондурином на пряниках высохли, украшаю пряник айсингом. Делаю вот такие завитушки или вензеля на облачке. На тему надписей на пряниках я снимала несколько видео, в которых подробно рассказывала про это, про консистенции глазури для надписей, про ошибки, которые обычно допускаются, поэтому посмотрите обязательно, ссылки будут в описании под этим видео. А сейчас я повторю вам самые главные правила по моему мнению. Первое. Распечатайте надпись на бумаге и потренируйтесь заранее, может даже несколько раз, прежде чем писать на пряниках, особенно если вы не уверены, что надпись у вас получится с первого раза. Второе. Расположите пряник с надписью под удобным для вас углом. Третье. Корнет с айсингом держите так, как вы держите ручку. Четвертое. Если глазурь у вас получилась не той консистенции, то не поленитесь и переделайте ее. И последнее. Не спешите. Делайте все аккуратно, медленно, и у вас обязательно все получится. Красивые надписи на пряниках – это дело тренировки. Розочки из насадки. Про то, как делать такие розочки, я рассказывала подробно в видео с балериной. Про то, как сделать объемные листики без насадки, я рассказывала в видео про розы без насадки. Обязательно посмотрите эти видео, ссылки будут в описании. У всех предложенных для просмотра видео есть тайм-коды, и нужный фрагмент легко найти.
На этом прянике у розочки я предложу вам два варианта листиков. Первый вот такой из корнета в виде капелек, очень мило смотрится, а второй в виде объемных листиков без насадки. Какой вариант листиков для этих розочек вам кажется больше подходит? Какой вам больше понравился? Напишите в комментариях. Комментарии, лайки, подписка – все это ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, поддержать канал, помочь в развитии и приобретении материалов для пряников, то ссылка есть в описании под видео. А также вы можете подписаться и поддержать меня на сайте Boosty. Там взамен на вашу поддержку можно получить некоторые преимущества от меня. Подробности по ссылке в описании. И еще, если вы досмотрите это видео до конца, то получите немного полезных советов.
Вот такие нежные милые пряники у меня получились, мне они очень нравятся. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме или ВКонтакте, делитесь своими работами. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Вот этот пряник с ангелом также входил в этот набор, видео с ним есть на канале, я уже сказала об этом. И хочу сейчас показать вам ситуацию, когда глазурь вытекла за пределы контура. Такое случается. Я аккуратно счищаю ее влажной кистью, мне повезло, что я увидела это почти сразу, и глазурь не успела покрыться корочкой. А также то, что пряники покрыты айсингом, помогло, так как иначе вытекшая глазурь оставила бы белое пятно на голом прянике, а здесь пряник и так белый, и так покрыт айсингом. И еще хочу вам показать, что можно сделать с лишней глазурью. Такие цветы можно долго хранить и использовать затем для декорирования пряников. Даже если у вас осталась глазурь консистенции 20 секунд, 15 секунд, вы туда можете добавить еще немного пудры, немного крахмала для повышения кусабельности и сделать вот такие разные цветы, листочки, лепесточки. Например, подобными розочками я украсила пряничный пасхальный топер для куличей в виде кроликов. Ну что ж, я надеюсь, что эти советы были для вас полезны и видео вам в целом понравилось. Всего вам доброго и хорошего настроения!